Раз. Всем привет, меня зовут Иван, кто не знает, я бэкэнд-разработчик компании Chillicode. Может быть, кто-то слышал про такое. Вот. Собственно, сегодня мы поговорим про рефакторинг. Собственно, тема заявлена как бэкэндерская, но в принципе она будет такая общая для всех, и для фронтов, и для менеджеров, и для QA. В принципе, каждый, она такая более-менее общая. Вот. Рефакторинг, потому что с рефакторингом так или иначе сталкиваются все, это, в принципе, естественный процесс разработки. И давайте все-таки посмотрим, что такое рефакторинг. Давайте перейдем к определению. Рефакторинг – это контролируемый процесс улучшения кода без написания нового функционала. То есть подразумевается, что мы переписываем код, но функциональность проекта никак не меняется. То есть мы переделали все, но все работает так же, как и работало. Собственно, естественный вопрос, зачем мы это сделали, и сегодня мы попробуем в этом разобраться. Для чего вообще нужен рефакторинг? Что он нам дает? Чистый код и простой дизайн. Собственно, это цель, которая ставится перед рефакторингом. Что такое чистый код? Мы можем... Вот, в принципе, такая вот схема. Здесь у нас проект до рефакторинга, справа после. Да, при Собянине. Вот, ну то есть так, в общих чертах, что такое рефакторинг. Вот, что такое чистый код? Чистый код – это код, который нам тяжело читать, легко читать. Это код, который нам легко читать, который очень прост для понимания, который легко поддерживается, расширяется и который, в принципе, соответствует качеству и стандартам разработки. Вот, в принципе, это та основная цель, к которой стремится рефакторинг. Собственно, как нам понять, что у нас не чистый код? Существуют так называемые запахи кода. Их достаточно много, здесь, в принципе, основные из них перечислены, с которыми мы встречаемся чаще всего. То есть, если у вас что-то из этого есть, наверняка ваш код плохо пахнет, и можно его прорефакторить. Вот, то есть это, например, длинный метод, который так называемый лапшикод, когда у вас там на несколько сотен строк написана куча всего, какой-то большой класс там с кучей методов, которые тоже непонятно что делают, куча комментариев, типа, господи, что это говно, вот типа в таком стиле, когда у нас их явный перебор в коде. Дублирование кода, когда у нас там один метод может встречаться в разных классах или там, не знаю, там, или несколько одинаковых классов, там что-нибудь еще. Мертвый код, который нигде не используется, так называемые ленивые классы, то есть, в котором там пустые там геттеры, сеттеры, там конструкторы и так далее. То есть, если вы замечаете у себя на своем проекте что-то из этого, из вышеперечисленного, значит, надо что-то делать. Зачем вообще нужно проводить рефакторинг? То есть у нас, в принципе, и так работает, если есть такой, в принципе, известный принцип «работает, не трогай». Ну ладно. Вот, он улучшает композицию, то есть у вас проект становится более структурированный, более понятная архитектура, облегчает понимание, то есть новый разработчик, который придет на проект, он сразу поймет, что вообще здесь происходит, что тут делается, и может без труда там, начать писать там, новый функционал. Помогает найти ошибки, потому что часто, когда мы смотрим на код, мы можем чего-то в процессе разработки что-то упустить, что-то не заметить, какой-то баг, и когда мы заново делаем такую рефлексию над кодом, мы можем что-нибудь обнаружить. Вот. Ну и позволяет быстрее писать новый функционал. То есть, в принципе, мы на своих проектах заметили, что когда мы отрефакторили хорошенько код, новые фичи делаются гораздо быстрее. Ну, по крайней мере, первое время. Да, Леш? Да, Леш? Что? Что? Я не услышал. I'm agree with Ivan. Да, говорит, что когда мы отрефакторили, новые фичи пишутся быстрее.
Ну, по крайней мере, там, первое время, пока не надо будет снова рефакторить. Когда следует проводить? Когда вот уже час X, правило 3 ударов. Есть такое правило, что когда ты что-то делаешь, это делаешь, потом ты повторяешь и уже начинаешь морщиться от этого. Когда ты делаешь это 3-й раз, то уже надо переделывать. То есть, когда вы понимаете, что уже такой 3-й звоночек прозвенел, то есть какая-то какашечка уже явно растет, то нужно начинать рефакторить. При добавлении новой функции. То есть, когда мы пишем какой-то новый функционал, так или иначе у нас может затрагиваться старый функционал. Он может взаимодействовать по-разному, и, соответственно, когда мы что-то делаем новое, нам нужно... Часто мы делаем это очень быстро, часто у нас горят сроки, и очень часто мы пренебрегаем качеством кода ради того, чтобы успеть к дедлайну. Если требуется исправить ошибку, ну, здесь, я думаю, все понятно, что когда у нас не работает какой-то функционал, значит, с кодом что-то не так. Соответственно, его нужно переписать. Ну и при разборе кода. Часто мы проводим какой-то код-ревью, часто мы замечаем какие-то вещи, которые можно было бы сделать лучше. То есть, как говорится, что рефакторинг как ремонт, его нельзя закончить, можно только приостановить, потому что всегда есть что улучшать. Есть так или иначе моменты, когда нам не нужен рефакторинг, когда рефакторить будет плохо для проекта. То есть, например, когда нам нужно переписать вообще все с нуля. То есть, допустим, у нас есть какой-то проект, пришел к нам, и мы понимаем, что тут половина не работает, половина работает вообще непонятно как, какие-то чудеса там творятся и так далее, или там вообще на битре. Вот. И тогда проще переписать все с нуля. Вот. В таком случае нам рефакторить нам не поможет. И близость даты завершения проекта. То есть если у нас уже горит дедлайн, если нам надо срочно сдать проект, то смысла в рефакторинге нет, потому что весь профит, который дает нам рефакторинг, мы просто не успеем получить. Мы в итоге просрем все сроки, но хороший код клиенту не утешит. Вот. В таком случае вот есть два таких момента, когда рефакторинг не стоит. Тестирование при рефакторинге. То есть, когда мы начинаем рефакторинг, обязательно нужно писать тесты. То есть, потому что если мы перепишем, опять же, на новый код, но он не будет у нас работать, то также весь смысл от рефакторинга у нас теряется. Вот. Поэтому, прежде чем приступать, нужно писать тесты. То есть весь функционал покрыть тестами, и уже тогда будет понятно, что у нас все хорошо. Вот, то есть, в принципе, есть такой определенный ритм, когда мы переписываем какую-то небольшую часть проекта, потом, перед этим покрываем, естественно, ее тестами, потом опять проводим тесты на новую часть функционала, ее рефакторим и так далее, и так далее. То есть такой вот у нас... Вот, в принципе, с рефакторинг-гуру такая вот картиночка. Вот, то есть мы делаем какое-то изменение, тестируем, делаем новые изменения, тестируем, и так вот по чуть-чуть, маленькими шажками мы рефакторим проект. Вот. Существует очень много техник рефакторинга, есть там прям... Я потом ссылочка будет в описании. Там более все они описаны, но сегодня мы поговорим про такие самые часто встречающиеся. Допустим, у нас есть какой-то класс, который, так сказать, работает за двоих. То есть у нас, допустим, есть есть у нас класс person, там у него есть имя, адрес, код офиса, номер офиса и номер телефона какого-то человека. То есть у нас здесь содержится информация по человеке и содержится информация об офисе, например. Мы создаем два класса и выносим туда всю информацию об офисе. И всю информацию о человеке мы оставляем в классе person. То есть тогда мы логику, по сути, декомпозируем, и она у нас становится независимой, изолированной. То есть когда мы хотим что-то поправить, допустим, информацию об офисе, мы идем в класс офиса. Когда мы хотим поправить что-то
связанное там с пользователем, с человеком, мы идем в класс person. То есть это все, в принципе, становится очевидно и понятно. Проблема. У нас есть много условных операторов. Допустим, вот примерчик, которые возвращают, в принципе, одно и то же. То есть у нас там 3 условных оператора, которые там return 0. Что нам делать? Вот незадачка-то. Мы объединяем их все. Объединяем их все условия в одном операторе. То есть мы выносим это все в один метод и подключаем просто, что если у нас этот метод какой-то попадает под условие, мы просто возвращаем 0. Допустим, у нас есть какой-то код, метод, в котором какие-то действия происходят, есть 2 принта, которые явно тут как-то не в тему, да? Что можно бы их куда-нибудь вынести. Вот мы создадим для них отдельный метод и вынесем туда все принты. Вот. И просто в текущем методе мы сделаем вызов этого метода. Это называется вынесение метода. Такой подход. То есть, когда у нас, если есть какая-то логика, которую мы можем вынести в отдельный метод, то лучше сделать так. Вот. Мы на наших проектах тоже часто делаем рефакторинг. Есть парочка таких примеров, как мы это применили у себя. В общих чертах понятно, да, что здесь происходит? Применили, да? Да, вот. Нет, это не Bittrex. Вот. Нет. Да это и так им готов. Нет. Вот, допустим, у нас есть такой вот метод. Что ж тут не так-то, вы спросите вы, тут же все красиво, да? Вот. Ты получаешь наш мерч сегодня. Вот. Да, что же тут не так? Собственно, у нас огромный метод, у нас вся логика в контроллере, что, в принципе, не очень правильно. Вся бизнес-логика, да. У нас не является тонким контроллером, потому что по правилам у нас контроллеры должны быть тонкие. Допустим, у нас не вынесены в константу какие-то общие там цифры, сделано все через snake case и так далее, и так далее. Этот метод, давайте сейчас разберемся, он выводит список таргетированных новостей для каждого пользователя. Тут идет фильтр, выборка, и там в зависимости от того, какие там данные выбрал пользователь, ему показываются там определенные новости. Естественно, там миллиард условий, и все это было сделано когда-то вот так. Вот, мы вынесли, естественно, в контроллер сделали метод список, в котором дернули метод из сервиса. То есть всю бизнес-логику мы вынесли в сервис, оставили контроллер тонким. В самом сервисе мы сделали 2 метода. То есть первый у нас фильтрует новости через match, функцию, которая появилась в PHP 8. Вот, это премьера этой функции для наших проектов. Вот. Вот. Вот, здесь у нас мы вынесли фильтр, который таргетирует, собственно, в отдельный метод. И метод, который получает их и выводит по дате, мы вынесли также в отдельный метод. Что мы в итоге получили из этого всего? Код сократился в 2 раза, то есть нет такого лапши-кода, который был у нас на первом примере. У нас вся логика вынесена в отдельный сервис. И мы получили 3 метода небольших, каждый из которых можно легко изменять. Допустим, мы хотим там что-то изменить в фильтре, мы сразу знаем, куда идти. Мы захотим как-то подправить там выборку по пользователям, мы тоже знаем, какой метод обращаться. И в контроллере у нас просто вызывается это все. Также мы, благодаря линтерам, о которых вы слышали раньше, мы поправили код style. Вот. И такой код возможно расширять. То есть, если мы захотим добавить какой-то новый функционал, как-то еще добавить его, расширить, то мы можем легко это сделать. Допустим, добавить там текущие методы, создать новый метод и так далее. То есть, здесь нам это не составит труда, в отличие от первого примера, когда нам надо будет вообще потратить кучу времени, чтобы понять, что же там такое. Следующий пример. Также здесь лапши-код, несколько условий, все как-то написано единой простыней. Мы просто сделали вот несколько строк, мы можем это все сократить. Также мы вынесли в сервис там отдельный метод, также у нас поправили код style. Вот, то есть стало гораздо понятнее, красивее
и удобнее. То есть, ну, допустим, если какой-нибудь новый разработчик придет, он сразу поймет, что здесь такое. Вот. Ну и, собственно, здесь пример. Вот. Теперь вместо, как бы, внешний фронт, там, Женя, сверстай, там, margin 0, авто. Вот. Короче, такое послесловие, что иногда бывает такая проблема, как рефакторинг преподнести клиенту. Потому что клиент как бы работает иногда по принципу «работает, не трогай», и как объяснить клиенту, что нужно рефакторинг. То есть, по сути, нам нужно потратить кучу времени, чтобы ничего не произошло. То есть это очень такая странная, как это преподнести. Я на самом деле думал посвятить этому, но потом понял, что это немного не моя стезя, не моя тема. Вот. Но, как говорят, есть несколько статей, где говорится на тему того, что надо просто объяснить клиенту, что, во-первых, ваш проект уже сильно заговнёхан, и что рефакторинг он позволит ускорить процесс дальнейшей разработки и в дальнейшем, в долгосрочной перспективе сэкономит ему бюджет. Ну и, собственно, основные тут рефакторинг-гуру, конечно же, книга Мартина Фаулера по рефакторингу и несколько постов на Хабре, где говорится как раз-таки о том, как продать рефакторинг и вообще, что это такое. Там, кстати, интересные холивары в комментариях. Да. Спасибо. Все. Нет. Добрый вечер, Иван. Вы сказали о том, чем грозит нам хороший рефакторинг, но, допустим, я клиент, я продал, вы купили, я продал. Рефакторинг. Как мне отслеживать метрику? Как мне понять, что вы рефакторите хорошо? Что потом другая команда не придет и не скажет: ё-моё, мама звонит. Ну вот что-то в этом роде. Есть ли какие-то метрики, исключая, логичное дублирование кода, да, проверка синтаксическая? Ну, я думаю, если, допустим, клиент заинтересован, там, допустим, работать с этой фирмой, в долгосрочной перспективе, что если он поймет, что мы отрефакторили, и теперь у нас все красиво, но, допустим, какие-то задачи, которые делались, допустим, должны быть предпосылки для клиента, то есть он должен видеть, во-первых, что команда разработки сталкивается с определенными проблемами, когда делает новые задачи, выкатывает ему очень большое количество часов, на проекте очень много багов, постоянно что-то отваливается и так далее. Приходит новый там какой-нибудь разработчик, через неделю увольняется, то это, наверное, такие вот показатели, что надо рефакторить. И, соответственно, если это не проходит после рефакторинга, если там команда сделала... А деньги уплачены. Да, деньги уплачены, а общая картина для клиента не меняется, то, мне кажется, могут возникнуть вопросики. Вот я хотел спросить как раз-таки о том, как мне отслеживать правильность рефакторинга. Допустим, это занимает период 2 месяца у проекта затишья, это заняло 2 месяца. Как мне отслеживать то, что вы придерживаетесь сугубо лучшим методологиям по рефакторингу и по архитектурным, может быть, чтобы после того, как вы сделали свой рефакторинг, не пришлось его проводить снова? Возможно, вы можете посоветовать какие-то статьи либо книги. Тут хороший вопрос, потому что рефакторинг подразумевается... Да, есть хорошие статьи, Мартин Фаулер улучшение совершил. А как клиенту за этим следить? Вот тут хороший вопрос. Мне кажется, зависит от клиента. Можно нанять, например, стороннюю фирму. Да, есть. Можно какого-нибудь подкованного чувака нанять и спросить у него. Да, какой-нибудь независимый... Тут уже... Нанять первую команду, чтобы она следила за второй. Правильно я понимаю, что мы приходим к парадоксу экзибита? Экзибита? Ты сам их придумываешь, да? Возможно, да.
Вот, Жень, я хотел бы немножко тебя дополнить в плане того, что одна из основных метрик типа улучшения качества кода, когда у нас закончился процесс рефакторинга, у нас поступают новые задачки, и мы просто смотрим, насколько быстрее эти задачки начали выполняться, насколько меньше багов у нас начинает появляться в тех местах, которые мы рефакторили. Да. Это так, знаешь, с точки зрения менеджера. Регрессионное тестирование происходит гораздо реже. Вот. Есть еще одно дополнение. Не только скорость выполнения задач зависит, есть еще такая проблема, когда клиент обращается с новым функционалом, а текущая реализация архитектуры, например, не позволяет его исполнить. То есть это как раз таки тот момент, когда можно клиенту сказать: извини, мужик, но вот то, что мы сделали до этого, это Nokia 88 до 0, а ты требуешь с меня iPhone. Так вот, чтобы iPhone был, нужно условно время для него подготовить базу. Вот как раз таки это те моменты, когда стоит клиенту объяснять, что извини, но то, что было сделано до, оно работало до определенного периода. Вот этот период заканчивается с момента, как ты захотел вот этот новый функционал. Ну, Кто еще хочет? да. Я просто хотела узнать, почему бы сразу не написать 4 строчки вместо простыни лапшикода? На это есть разные причины. Я на это скажу так, спустя полгода после того, что ты написал, смотришь, что ты написал, и говоришь, Ну, потому что все мы люди, в конце концов. Да, потому что разные бывают ситуации, когда пишется функционал, да, бывают довольно-таки сжатые сроки, непродуманная архитектура, ТЗ меняется по 10 тысяч раз, и иногда там метод, который ты задумал изначально, в процессе работы на проекте, он может там поменяться уже кардинально. Вот, я же слышал. Да. Вот, и, соответственно, все это вот плодит такого рода проблемы, когда мы пишем не всегда качественный код. Иногда бывает просто разработчики не очень такие. А где тогда гарантия, что при новом, при рефакторинге, допустим, там, первом, да, или последующем, снова не получится та же история? Она получится. Без комментариев. Рефакторинг. Сейчас дайте я договорю, что рефакторинг — это, в принципе, естественный процесс, потому что проект любой — это как живой продукт, всегда есть что-то дорабатывать, всегда мы что-то улучшаем, и нет предела совершенства. То есть так или иначе, особенно если несколько человек работают над проектом, этого не избежать никак, к сожалению, потому что люди несовершенны, нет, как правило, там единого такого эталона. Поэтому все так или иначе с годами. Понятно, что хороший рефакторинг он может отложить на более долгий период необходимость следующего рефакторинга. По факту получается, мы накосячили, дайте денег, мы исправим. Вот это самая большая сложность, да. Что как объяснить клиенту, что... Да, потому что, допустим, мы живем в квартире, мы же ее постоянно убираем, пылесосим, чистим, что-то приводим в порядок, полочки... Да, там полочку где-то прикручиваем и так далее. Точно так же и при разработке. Нет, еще 6 технологий новые. Да, есть новые, допустим, есть новые технологии появляются, старые устаревают. Старые устаревают. Еще раз здравствуйте. Да, добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. У меня такой комплексный вопрос на самом деле, но ответ на него может быть тоже комплексным. В свое время производители лампочек оказались на грани банкротства, потому что лампочки были долговечны. И, собственно, благодаря этому пришло такое понятие, как планируемое устаревание. Есть ли такое понятие в коде, прослеживаете ли его и сторонник ли вы его? Думаете ли вы, что устаревший код кормит разработчика? Это все проклятый капитализм, я считаю. Конечно. На самом деле, не знаю, мне кажется, зависит от того, кто делает рефактор. Понятное дело, что код, который ты напишешь, рано или поздно устареет.
Но я не думаю, что кто-то закладывает прям... Я думаю, кто-то дает срок гарантии, может дать, что 2 года. Скажем так, будучи вы в продуктовой компании, у которой есть один продукт, вы в большой компании и работаете только над одной его частью, вы будете приверженцем того, что работает не трогай, либо давайте попробуем переделать это, или нам нужно переделать это на новую методологию, на новую технику и так далее, чтобы это, ну, какие-то метаболические плюсы нам вело. Ну, как правило, кстати, в продуктовых компаниях работают по принципу «работает, не трогай». Ну, как много там слышал. И вы готовы просиживать штаны, либо говорить начальству, что вот эту неделю у меня все работает, и я ничего не трогал. Ну, я не думаю, что этот подход очень хороший, потому что, допустим, как поддерживать этот код так или иначе приходится, так или иначе нужно с ним работать. И кто захочет просто работать с таким кодом, вот, это нужно либо какой-нибудь оверпрайс платить разрабу, либо нанимать кого-то, кто согласится. Не знаю. Мне кажется, что это не очень хороший подход. Какой именно? Который, что работает, не трогай. Что он недолговечен, допустим, ну, кто захочет с ним работать. Так? Кому приятно копаться. Я. Ну, это понятно. Ты ж фронтенд. пояснить. Я хотел просто добавить комментарий, что все зависит от задачи скорее. Если задача клиенту не критична, и она удовлетворяет всем требованиям, то ее не нужно переписывать, работает, не трогай. Если есть что-то критичное, то, конечно, нужно обсуждать. Например, запрос у вас отрабатывает там за 3 минуты, а вы можете за секунду сделать. Ну да. Здесь да. Мне кажется, да, А парсеры переписывать как бы, ну, такое себе. Давайте я перепишу парсер, если он работает. ну да. Потому что мне не нравится. Все? Ну, вроде да. Владимир, большое спасибо.